Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад. 2025 год. Год змеи. Давайте узнаем, какие энергии для вашего знака зодиака видят карты на 2025 год. Он же, если мы говорим о змее, о тотеме, то 2024 это год дракона. Так вот, змея и дракон прекрасно ладят друг с другом. И значит, какие-то события в вашей жизни, которые касаются вашей реорганизации или организации жизни по-новому, или те проекты, к которым вы уже приступили в 2024 году, то, что вы так вот откровенно, если быть самим собой, хотите именно изменить, но у вас не хватило времени, или какие-то были задержки, препоны, может быть, и объективные, самые разные причины к осуществлению задуманного в 2024 году, вот с какой-то новой реальностью, с новым, самое главное, отношением к этим делам, проектам вы можете приступить в 25-м или продолжить и получить уже плоды труда своего. Почему так говорю? Змея, как известно, это символ мудрости, продуманности действий и организации нашей жизни. Причем как-то по-другому. С главной позицией себе не навредить. Вот и вы можете что-то организовывать. Или пусть это касается работы, значит, или учебы даже. Вы будете это продолжать только в том случае, если вы будете видеть, насколько это нужно вам, насколько то или иное действие, событие может вас обогащать или служить для вас каким-то прогрессом. И есть, конечно, всегда такое препятствие, что мы можем где-то соскользнуть на прежний шаблон, но все равно оттолкнуться от того, что же есть сейчас, вот в данный момент, как возможность. И не забыть о своей мечте, сделать вот из этих двух направлений одно единое целое, это и означает какой-то прогресс на долгий период времени. Это будет важно. Давайте узнаем, что думают карты. И у нас сегодня 3 колоды. И на каждой из колод мы достанем по 3 карты. Будут 3 триплета. Первый наш вопрос. Что завершится окончательно в 2025 году? Или от чего вы откажетесь сами? Имеется в виду не то, что уйдет, вот я отдельно, а вот именно завершится. Это может быть как какой-то итог. Или когда вы принимали, допустим, участие или сами занимались разработкой какого-то проекта, значит, здесь вы доведете это до ума и будете видеть плоды труда своего. Вот что завершится? В чем вы сумеете быть уверенными или поставить в чем-то точку? Давайте увидим, посмотрим. Итак, что завершится в 2025 году? Что нового войдет в вашу жизнь? Главное событие или чем вам запомнится 2025 год? Вторая колода карт. И нам выпадает тройка кубков. Праздник после победы. И следующую карту, которую я собиралась озвучить, это неожиданности. Ну вот выпала карта праздника. Какой-то праздник, какая-то победа. Но какие-то радостные события у вас будут в 2025 году. Может быть, это будет касаться вашего окружения. И есть к этому повод. Или это сфера ваших достижений, когда тоже будет какой-то праздник. Но вообще сами по себе, если мы спросили про неожиданности, а нам праздник выпадает, то более добрые, лояльные энергии 25 года. Где-то, если рассматривать ваш знак зодиака, когда вы допускаете иррациональное, когда больше ваш знак зодиака настроен на взаимодействие, то это очень импонирует как раз змее. Поэтому я так думаю, для вас больше возможностей. Но все же, неожиданности. Что вас будет радовать в 2025 году? А что вам будет помогать? И третья колода. Достанем карту, что вам может помешать. Или какие энергии. Что вам может помешать? Событие, которое изменит вашу жизнь. И событие, которое заставит измениться вас, мои дорогие. Как видят карты. Давайте смотреть
Что же завершится? Ну, наверное, король кубков – это ваша карта, то, что вы завершите сами. Больше будет касаться баланса между отношениями и финансами. Вот есть какая-то данность или конкретное дело. К примеру, если это работа, значит обрести баланс, когда и работа нравится и приносит доход. Или определиться с учебой у кого-то, да, так что мне и нравится этим заниматься, и на последующий период жизни я точно знаю, что я буду востребован на рынке труда. Личная жизнь. Здесь тоже может быть как завершение одиночества для тех, кто вы один, если один или одна, и встреча другого партнера. Для кого-то из вас может и означать другое. То, что вы, ну, где-то будете нацелены больше на свою работу и на деньги. И тогда вот эта энергетика баланса, она будет целиком и полностью направлена на то, чтобы суметь достичь каких-то договоренностей по части дела, работа, бизнес, прогресс, какие-то перспективы. Одним словом, карта говорит, вот какие планы вы построите или с чем вы определитесь сами, что вам неинтересно продолжать или что вам уже не служит прогрессом. Какое направление вы изберете, то и будет продолжаться. А то, что вы решите в чем-то поставить точку, здесь у каждого по-своему. Это, кстати, может касаться, раз нам карта не дает общей информации. Так вот, карта может говорить о том, что это какие-то могут быть и бытовые вопросы. Или вопросы по части жилища. Или вот место вашего пребывания, где вы находитесь. Но это то, что касается именно вашей личности. Что-то завершается, и ваша задача принять какие-то новые реалии. Давайте мы узнаем, что же нового входит в вашу жизнь. Много информации входит в вашу жизнь, много разных людей. Причем проанализировать, кто что думает, кто чего желает. Я называю эту карту «Пятерка жезлов», карта информационного хаоса. Может быть, вы будете разглядывать каждого человека с учетом этой карты. Могу ли я доверять? Может быть, вопрос как раз доверия для вас – это как квинтэссенция в 2025 году. Кто-то из вас захочет завершить ту историю, которая действительно не имеет прогресса. В ком-то вы, мои дорогие, можете и разувериться, правда. Потому что по пятерке жезлов идут те люди, которые утром нам обещают одно, а к вечеру о нас забывают. По этой карте у кого-то может быть, что как новое. Это новая работа, когда вы в другом статусе, и у вас больше как и объем информации, так и больше сотрудников. Но сама по себе эта карта, она говорит, что некоторый хаос или какая-то неразбериха, она может быть в 2025 году. Может быть, вам и придется что-то уравновесить, чтобы было и взаимопонимание, и финансовый достаток. Вот эти вот две, наверное, составляющие вы где-то будете примерять на себя разные возможности. Или по части людей определяться, стоит продолжать мне с этим человеком проект или нет. Стоит ли мне жизнь продолжать с этим человеком? У кого-то и так. Кто-то захочет построить личную жизнь, и тогда есть элемент, вот если мы говорим, что нового придет в вашу жизнь, некоторое недоверие людям, мои дорогие, увы, это может быть с учетом этой карты. Чем вам запомнится 2025 год? Но, видимо, эти такие изменения или какая-то реальность, которую вы увидите отстраненно. Если прежде вы бы даже не хотели думать в этом направлении, или где-то обсуждение или осмысление какой-то темы, вопроса конкретного человека для вас было неприятным, то здесь вы с меньшими эмоциями это сделаете, подведете действительно итоги по колесу фортуны, чем запомнится какой-то шанс, какая-то возможность. И причем по этой карте вы можете оставить резко как-то все то, что было до того, и куда-то отправиться, куда-то переехать, принять какое-то, ну, совершенно решение такое нетипично для вас, может быть, даже для вас неожиданное, и каким-то образом коренным изменить вашу судьбу. Здесь могут быть внешние какие-то события, у кого-то это в семье или в обстановке вокруг вас, все же старший аркан, которые вас тоже заставляют
изменить направление. Именно чем запомнится 2025 год или важное событие. Вы измените это направление. И, может быть, где-то еще на начало года есть какие-то сомнения. Или вы собираете информацию. И что-то у вас не стыкуется. Или непонятно, на кого я могу опереться. Или с кем я буду контактировать. Или вы пытаетесь представить, как бы вы в новом качестве отстроили вообще свою жизнь в какую-то, логическую цепочку последовательности. Это будет сделать непросто. Но где-то ваша интуиция вам помогает правильно разобраться, в какую сторону идти, а в какую не стоит. Какое дело завершить, и оно не может быть продолжено, а что стоит развивать. Вот перемены по колесу фортуны тут действительно есть судьбоносный момент. И где-то у каждого он будет по-своему как-то. У кого-то будет связан с личной жизнью, у кого-то со сменой работы, для кого-то из вас со сменой жилища, или, может быть, вообще с каким-то далеким переездом, не с позиции просто улучшить жилищные условия, а с позиции изменить себя и свою жизнь. Кто-то может очень глобальные такие планки для себя поставить. Давайте узнаем неожиданности. Это не есть карта совсем неожиданности. Тройка мечей – это какие-то прежние разочарования. Но если мы смотрим все же на 25-й год, здесь, знаете, какая-то история из прошлого, которая была для вас болезненная. Или та, которая вы вас расценивали как предательство. Или вы кому-то помогали, а здесь получилось все совсем наоборот. Когда вы ждали помощи, вам кто-то не откликнулся. Или когда была обстановка такова, когда вам пришлось думать за самого себя. И опять же, вы как остались в одиночестве. А все те, которых вы могли прежде считать за свое ближайшее окружение, каким-то образом дистанцировались, все же по тройке мечей есть всегда какая-то душевная боль. И это было прежде, это не теперь. И теперь уже состояние здорового равнодушия. Но все же в неожиданностях карта вам выпадает. И это может свидетельствовать о том, что себе конкретный человек может напомнить. Для кого-то из вас и это может быть побудительным мотивом, что я хочу уйти от каких-то разочарований. И вы будете готовы изменить свою историю судьбы. И где-то обстоятельства вам могут подыграть. Или вы можете увидеть возможности там, где вы их прежде не видели. Но какой-то, если мы говорим о неожиданностях, о себе может напомнить какая-то прежняя история. Не обязательно, кстати, с личной жизнью, но это то, что вам прежде было, как, знаете, пунктом вопроса, или то, что вам не давало покоя. Может быть, вам с этим придется определяться, расставлять все по местам, чтобы впредь не было вот таких грустных напоминаний. Что вас будет радовать? По карте Луна сложный достаточно аркан тем, что это неопределенности сами по себе. Хотя со знаком плюс эта карта проигрывается как теплый уютный дом. И правда, с учетом колеса фортуны, кто-то из вас поменяет место жительства. Или, может быть, вы будете снимать квартиру. Или вы поедете куда-то очень далеко. Или какие-то перемены происходят, но это в позиции, что радует. Так вот, по карте Луна теплый уютный дом. И какие-то отношения надежные. Вот это будет радовать. По аркану Луна, когда вы не торопитесь где-то, вот есть такой момент, когда вы слушаете свою интуицию. И, скорее всего, тогда вы придете к выводу, что то, что я где-то предполагала. И даже, может быть, это как предыдущие какие-то мысли, взгляды ваши, но вы их от себя прогоняли. Вы не хотели видеть какую-то реальность. А здесь вы вдруг поймете, что я зря от чего-то отказался или отказалась. Или я напрасно где-то себя поставила или поставила на второе место. Это может касаться отношений, это может касаться работы, учебы. Но какие-то выводы вы здесь делаете. Вас радует, когда вы видите большую реальность. Причем даже в той обстановке, которая для вас может казаться как туман. Но вы ее видите словно изнутри. Вот это будет радовать. Давайте я достану еще один аркан, потому что... Точнее, я достану для вас, мои дорогие рыбы и рыбки, 2 аркана. И если мы говорим неожиданности, тройка мечей, по какому вопросу? Пусть нам хотя бы покажет сферу жизни. Что это может означать для вас?
Что это за прошлое разочарование, в чем конкретно? Вы куда-то не поехали. Или вы поехали не туда, куда собирались. И здесь вы можете сожалеть, что вы не осуществили переезд. Или отказались от переезда. Или вы куда-то уехали, потом вернулись. Или по аркану мир вы что-то изучали, а потом бросили. Вы изучали какие-то языки, а потом решили, что нет, я меняю направление. Вот здесь вы будете анализировать как будто жизнь 2024 года, и для вас это отправная точка, как сделать что-то грамотно и правильно. Старший аркан. Здесь что-то было вам буквально по судьбе. Но, может быть, вот это ваша какая-то или нерешительность, или ну, какая-то еще другая была причина, когда вот именно вы от чего-то добровольно отказались. Вот я бы сказала так. Здесь не было помех. Вы могли от чего-то отказаться из-за нерешительности и собственных страхов. И вот в неожиданностях вы можете захотеть либо вернуть какую-то прежнюю ситуацию, либо для кого-то из вас вы такие и отправитесь. Вот мы же говорили об этом, что вам словно шанс даст судьба еще раз, и вы его тогда не отпустите, дабы снова о чем-то не сожалеть. В неожиданностях будет возможность, причем альтернативная, причем не такая, когда что-то вы сделаете и успокоитесь. Нет, вам придется продолжать, но не в самых простых энергиях. Хорошо. Что будет радовать? Что такое по аркану Луна? Ну, по семерке монет это какое-то продолжение следует. Или нет в этой карте действия, в этой карте ожидания. Может быть ожидание какое-то или неспешный период. Или когда что-то идет в рост. У нас уже пентакли растут на дереве. По этой карте вам, скорее всего, действительно придется делать какой-то выбор. Давайте я еще достану. Мне непонятно, правда. И снова нам про какую-то паузу, когда приводите мысли в порядок. Вас будет радовать, может быть, для кого-то это проиграется, когда вы решите вопросы по здоровью. Или какие-то оформите документы, очень важные. Может быть, это и послужило для вас тем, что вы не могли прежде что-то осуществить. Не были какие-то полностью готовые документы, или вы не видели какой-то перспективы. То тогда в 2025 году для вас что-то будет определено. Вы будете видеть свою как раз траекторию где-то на долгий период жизни с учетом семерки монет. То есть монеты нам показаны, они еще как будто не созрели. Вот наступит время, и они упадут к твоим ногам, нам так говорят. Но для вас это в позиции именно что вас радует. Значит, вы видите большие перспективы. Может быть, с учетом четверки мечей, вы разберетесь по части своего здоровья, что-то для вас будет более... То, что было прежде в тени, теперь для вас будет очевидно. Вот в целом какой-то факт. У кого-то по здоровью, у кого-то по документам, у кого-то финансовая ситуация вас могла удерживать от того, чтобы от переезда. Или как-то организация жизни по-новому. Или купить, продать жилье. Вот здесь какая-то появится новая возможность. Безусловно, от ваших действий очень много зависит. Но еще и от ваших мыслей много зависит. Понимаете? И если вы какую-то вопрос или то, что вот как цель, намерение вы все время обдумываете, поверьте, вам пространство даст не один вариант. У вас что-то получится осуществить. Но не тогда, когда вы забыли об этом думать, а оно вот вам само по себе где-то как на голову свалилось, да, или как его величество случай. Случай будет, но он будет зависеть где-то от ваших правильных мыслей. Это каким-то образом будет очень взаимосвязано. Давайте мы посмотрим, что же вам будет помогать. Очень в тему. Восьмерка мечей. Когда вы не заглядываете вглубь себя, когда вы не устраиваете себе какую-то ненужную глубокую философию, когда вы больше реалист, когда вы видите то, что существует по факту, какая обстановка вокруг вас, ваши возможности или, может быть, возможности чьей-то поддержки, или какая-то информация, вы ее находите, вы действуете, понимаете, вы не ждете, вам будет помогать конкретные ваши какие-то действия в реальной жизни. Ведь по восьмерке мечей девушка не видит реальности, понимаете? И посыл этой карты: сними вот эту повязку, и ты увидишь совершенно другую картину.
И вот это где-то вам помогает, мои дорогие. Давайте я, тем не менее, спрошу, что же вам будет помогать еще. Вы знаете, посмотрите, какие карты. Неоднозначные. Вам действительно, мои дорогие рыбы и рыбки, с чем-то придется определяться. Что вам помогает? Когда вы по пятерке кубков, у нас иерофант сидит, горюет, потому что разлились два бокала, казалось бы, пустяк какой-то. Когда вы перестанете горевать по пустякам. Когда вы проводите апатию своей жизни. Когда вот сами по себе какие-то волнения, сомнения, причем мелкие карты. Ведь это то, чего нет в реальности. И вам помогает, когда вы буквально становитесь реалистами. Все расставляете по местам. Видимо, есть такая возможность для вас, или риск, назовите так, когда вы можете себе устроить эту глубокую философию, которая ни к чему не приводит, и упустить, опять же, какие-то возможности. Что вам может помешать? У кого-то, может быть, и раньше, кстати, помеха была, потому что были не готовы документы. Вот я об этом отчасти обмолвилась. По королю мечей вам может помешать, как и законы какие-то. Какие-то правила, регулировки. По этой карте нам могут отчасти мешать, знаете, как проходят, конечно, и чиновники, или вопросы, связанные по здоровью. Вам тогда придется с чем-то разобраться. Пока вот он вас радовать не будет, нам четверка показана мечей, когда действительно есть какой-то, может быть, я понимаю, не для всех, но тем не менее должна это озвучить, когда вы со здоровьем своим разберетесь. То, что не было решено или подведено к какому-то итогу, но будет сделано, может быть, на начало 2025 года, для вас как раз откроет новые перспективы. С душевным спокойствием, когда не будет вот этого информационного хаоса. Обратите внимание, вот информационный хаос, когда вы сами где-то запутались. Ну, наверное, как у Данте. Земную жизнь, пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Так вот, пусть это аллегорически, безусловно, не у всех жизнь, пройдя до половины, у кого-то в самом начале, но вот запутаться вы действительно могли. Много противоречивой информации. Вроде бы есть какие-то и одна, и вторая, и третья возможности, а вот что с ними делать непонятно. Есть какие-то очертания, но нет никакой конкретики. Вот здесь вы будете все расставлять по местам. Вы можете этим не заниматься. И тогда мне сложно сказать, в какую сторону будут развиваться в дальнейшем события. У нас ведь по всем этим картам мы можем где-то застрять в каких-то сожалениях, мы можем все оставить так, как есть, мы можем где-то предаваться какой-то ненужной философии, но есть конкретика. И чтобы вам что-то не мешало, мои дорогие, вам нужно оформить, согласовать, подвести какой-то итог. Или выздороветь у кого-то буквально так, может быть, это, по крайней мере, перевести ваше состояние здоровья в более стабильное или изменить ваш образ жизни. Все же идут и по королю мечей у нас и врачи в том числе. И это не имеется в виду как помеха, врач вам мешает. Нет, это именно для чего вам нужен врач. Такое тоже может быть. Для кого-то из вас это может быть и конкретный человек, который рожден под знаком зодиака стихии воздуха. Близнецы, весы, водолей. По этой карте идут юристы, адвокаты или сами по себе законы. Давайте я спрошу. Много карт выпало, но в том числе вам выпала и двойка кубков, и карта сила. Давайте я достану сама карту. Карты торопятся что-то вам сказать, это точно. Что же вам может конкретно помешать? Правда, нам про дорогу показывает. Карта заслуженного успеха. Вам может помешать вам внутренний ваш страх. Ведь это еще карта мужества, когда у нас хватает сил идти в одиночку. Может быть, когда много советов. А вы слушаете один совет, и второй, и третий, и разных людей. А сколько людей, столько мнений. В итоге будет вот эта путаница. Не собирайте, я бы сказала, людское мнение. Вам это не поможет. Все решения внутри вас. А вот запутать запросто вас могут. Так вот, по этой карте, по шестерке мечей у нас хватает сил идти
в одиночку и достичь совершенно другого берега. Идти, кстати, налегке. Девушка у нас с каким-то одним чемоданом, посмотрите, плывет вокруг сумерки. И вооружилась она мудростью. В этой колоде карт ворон обозначает как раз мудрость. Мудрые какие-то решения. И вот как будто вороны тянут ее лодку. Поставьте себя на первое место, но не в плане амбиций, а каких-то своих достижений. И тогда вот этот успех у вас точно будет. Вы на что-то должны решиться, мои дорогие. Я вижу так. Событие, которое изменит вашу жизнь. Еще раз Луна. Будьте внимательны, я должна тоже это сказать, потому что 2 карты Луна, чтобы не было травм, мои дорогие рыбы и рыбки. Вы не можете быть небрежными. Вам нужно смотреть, где вы находитесь, куда вы вступаете, куда вы идете, на что вы соглашаетесь. Здесь могут быть и такие переменные, когда что-то скрыто, когда вы о себе что-то скрываете. Или для вас то, что было скрыто ранее, теперь может означать явью. Или выйдет из какой-то теневой плоскости, и для вас станет совершенно очевидно. И я тогда могу сказать, для вас будет очевидно, а вы будете что-то продолжать это скрывать. Что-то вы не будете афишировать, но с чем-то вы разберетесь, это точно. То, что было очень много для вас как сфера непонятностей или непонятно, как будут развиваться события. Здесь вы можете прийти к выводу, что хватит ждать. Если я буду ждать какой-то конкретики от обстановки вокруг, это не изменит мою жизнь. И вас, как высшие силы, подталкивают к тому, чтобы вы задали себе вопрос, чего же хочу я. Снова карта Луна, снова, опять же, неопределенности. Событие, которое изменит вашу жизнь. Да, вот все то, что я сказала, по тузу Пентаклей мы ставим первый росток, исходя из того, что мы хотим осуществить. Или вы можете прийти к выводу, что вот это какая-то мутная, непонятная обстановка. Может быть, по работе, может быть, в обстановке, которая окружает вас. Меня смотрят люди из разных стран. У меня были прежде надежды, что это изменится. А тут я вижу, нет, какой-то вопрос все не решается. Или он решился в какой-то части, а новые какие-то неопределенности появляются. Нет смысла на что-то надеяться, нет смысла что-то ждать. Тут действительно вы итог какой-то подведете, мои дорогие. Вам надоест как информационный хаос, вам надоест какая-то неопределенность. Вы можете проанализировать какую-то ситуацию и себе вот с учетом неожиданности я сказала, что был какой-то шанс, я не воспользовался или не воспользовалась. А здесь вроде как вы увидите новое, и вы где-то бесстрашно согласитесь на новое путешествие в жизни. У кого-то это будет конкретное путешествие, а для кого-то это как новое направление. Лучше я сам начну предпринимать какие-то первые шаги. Туз Пентаклей, туз, да, посмотрите, это как зернышко, не случайно нам даже прорисовано как зернышко, и вот эти начальные такие тоненькие корешки, когда мы отстраиваем, вот, наверное, вот это дерево, да, по 7 Пентаклей, когда у нас что-то идет в рост. Любая дорога начинается с первого шага, и вы решитесь на какой-то первый шаг, на что-то очень важное, что в последующем и будет означать для вас перемены. Не самый простой расклад. Событие, которое заставит измениться вас. Это карта изобилия, процветания. Когда вы в каком-то направлении увидите новые возможности, это точно. Как и заработать деньги, как и быть счастливым. Или, правда, у кого-то переезд. По этой карте идет благополучие, самодостаточность и уверенность в завтрашнем дне. Вам этих энергий захочется вместо 5 кубков, какой-то апатии или из-за какой-то глубокой философии, которая ни к чему не приводит. Иными словами, что же изменит вас самих? Вы поставите перед собой четкую цель и будете идти к ней, и вы ее достигнете. Перекладывайте на себя. Не совсем простой расклад, мои дорогие рыбы и рыбки. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.